Англы, саксы и юты. Как Британия стала Англией. Остров Британия был одним из самых завоевываемых мест на планете в мире. Сначала его захватили некие доиндоевропейские племена, названные пиктами. Это смуглые, невысокие люди, мигрировавшие, скорее всего, из современной Испании. Затем с востока пришла могучая волна кельтских племен, которые сокрушили все на своем пути и вытеснили кельтов на окраины. Кельтов заставили притесниться римляне, которые не только военным путем победили народ рыжеволосых воинов, но и навязали ему свою уникальную культуру. Рим не смог долго удержать Британию в своих руках, а падающие куски империи стали желанной добычей для воинственных соседей. Обитавшие в современной Голландии, Германии и Дании племена саксов, англов и ютов давно присмотрели для себя эти прекрасные земли. В 410 году римский император Гонорий сказал наместникам Британии, что он не может более послать подкрепление, чтобы помочь им защищать провинцию от нападений варваров. Как бы самим не хватает, держитесь там как хотите. Это запустило цепную реакцию миграции на родину римлян и дало понять соседям, что Рим уже не так силен, как был раньше. Римские армии на континенте были перенапряжены, сражаясь как с готами, перешедшими через границы Рейна и Дуная, так и с мятежными римскими генералами, включая некоторых из Британии, которые хотели сами контролировать империю. Остров застыл в ожидании неминуемого нападения изменяющейся стремительно Европы. Вопрос лишь в том, кто это будет – свирепые гунны, мрачные готы или вообще какие-то еще неведомые племена. Как водится по закону подлости, Британия подверглась нападению сразу с трех сторон. Ирландцы, которых римляне называли скотты, атаковали с запада, угомонившиеся было пикты с севера, а различные германоязычные народы с востока через Северное море. В число последних входили англы, саксы и юты, которые были выходцами из Северной Германии и Южной Дании. Соседи обычно называли континентальных захватчиков саксами. Англию по-прежнему называли Сасано на гальском языке, а ее жителей Сасанахи. Саксы были основной ударной силой налетчиков, англы давали отличную пехоту, а уже юты скорее обеспечивали провиант. Термин «англосаксоны» не получил широкого распространения до 8 века, когда люди на континенте начали использовать его, чтобы различать жителей Британии и коренных саксов, оставшихся в самой Северной Германии. Сами англосаксы к тому времени начали использовать слово «Англий» или «английский» для обозначения самих себя. В 449 году император Маврикий и Валентиниан получили половину империи и царствовали 7 лет. В это время вожди Хендегест и Хорста, приглашенные Вортингерном королем бриттов, прибыли в Британию и в место под названием Эпсфилд сначала, чтобы помочь британцам, но позже они и сами стали захватчиками этих мест, польстившись на их неплохие богатства. Король приказал им сражаться против пиктов, и они так и сделали, и везде побеждали. Затем они отправили в Англию, то есть Данию, чтобы попросить больше помощи и рассказать о никчемности бриттов в превосходстве страны над их скудной землей. Помощь прибыла большая. Эти люди происходили из трех народов Германии, из древних саксов, из англов и ютов. От ютов произошли люди графства Кент и люди острова Уайт. Романо-британцы защищали себя от захватчиков как могли, с успешными военачальниками, включая Амбросия Аврелиана и, возможно, полностью легендарного короля Артура. Британия распалась на области, которые то жили самостоятельно, то захватывались врагами и создавались союзы. Появились новые короли, которые правили разными царствами бывшей римской провинции. А спустя 150 лет после окончания римского владычества, некоторые все еще носили римские имена, такие как Константин или Аврелий. К 500 году нашей эры многие захватчики обосновались в Британии насовсем. На западе были ирландские поселения, в том числе могущественное ирландское королевство Даль-Риата или Дариада, в современных Аргайл и Бьют-Шотландии. Англы и саксы, а также юты, заняли большую часть территории к востоку от линии, соединяющей Хамбер и остров Уайт. Процесс расселения захватчиков был не очень ясен. Единственный письменный источник любого объема, относящийся к тому периоду, это расплывчатый обобщенный отчет британского монаха Гильдеса, который видел в проходе англосаксов божью кару за грехи бриттов. Археология много рассказала об англосаксах, особенно на их кладбищах, где в могилах хранилось оружие и другие личные вещи. Самый известный из этих могил – Курган-1 в Саттон-Ху в Саффолке. Вероятно, королевское кладбище королей Восточной Англии. Здесь был захоронен 30-футовый дубовый корабль, и некоторые из множества захороненных с ним предметов предполагают, что даже далекие шведы также могли быть причастны к заселению региона. Англосаксонские наемники много лет сражались в составе римской армии в Британии, поэтому они не были чужими на острове и прекрасно знали местность.
Их вторжения были медленными, но поступательными и начались еще до того, как римские легионы ушли. Есть даже некоторые свидетельства того, что первоначально некоторые саксы были приглашены для защиты страны от вторжения, а уже затем решили, что в гостях им гораздо лучше, чем дома. На юге находилось королевство Кент. Южные саксы, так называемые Саксес, и западные саксы Уэссекс. К востоку находилось королевство восточных англов, то есть Восточная Англия, как буквально и переводится, и восточных саксов Эссекс. В Мидлендсе было королевство мерсийцев, которое, как и некоторые другие, представляло собой слияние некоторых меньших королевств. И к северу от Хамбера были Дейра, то есть Йоркшир современный, и Бернсия к северу от Тиса. Эти два последних королевства были объединены в Нортумбрию в начале 7 века. В тот же период Нортумбрия поглотила ряд других королевств, таких как Эльмет, это западный Йоркшир в современности, Регет, это Ланкшир и Камбрия, и Уэссекс и Мерсия, чье название значит «пограничное королевство», также извлекая выгоду из своей способности расширяться на запад. Некоторые британские королевства оставались независимыми, в том числе Корнуолл и Девон на юго-западе, Гвинет и Поуи в современном Уэльсе и Старклейд. Мерсия была в бесспорном положении как самое мощное английское королевство. Этельбальд, король Мерсии с 716 по 757 год нашей эры, называл себя королем Британии вообще. Его убийство собственным телохранителем предполагает серьезные внутренние проблемы, и именно столь же долгоживущий его преемник Оффа с 757 по 796 год нашей эры, который стал лидером величайшего расширения Мерсии. Он наиболее известен тем, что построил дамбу Оффа, земляные валы длиной 900 миль, обозначающие границу между Мерсией и Уэльсом. И это могло быть ответом на растущую мощь королей Гвинеда, которые также называли себя королями бритов, как раз в то же время, когда Оффа начал называть себя королем англичан. Оффа доминировал над другими английскими королевствами более успешно, чем предыдущие английские короли, и смог даже изобразить себя как важную фигуру на европейской арене. 8 век был временем значительного процветания Англии, как показали раскопки в первых городах, возникших после краха Римской империи – Саутгемптоне, Лондоне, Ипсвиче и Йорке. Это было процветание, которому серьезно помешало прибытие викингов, которые, строго говоря, были соседями тех самых ютов в Дании, и, скорее всего, от них же и узнали о хорошей и богатой стране на Западе. Пишите, что думаете по этому поводу. Понравилось, если ставьте лайки, подписывайтесь на канал.